Привет, ребят! У нас неминуемо приближается новый уровень сложности Пекло 8, и в этом ролике я хочу с вами поделиться советами, идеями, а также разобрать трюки, которые используют другие игроки, чтобы быстрее перейти на новый уровень сложности. Ну и также мы разберемся, как подготовиться к новому уровню сложности, чтобы как только сервер перейдет на Пекло 8, у нас уже было все необходимое для того, чтобы полноценно играть в игру. Ребят, к этому ролику я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к нужной интересующей вас теме, поэтому устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. И, ребят, большинство игроков используют вот эти 6 механик, с помощью которых мы можем бустануть нашего героя перед переходом на новый уровень сложности. Но здесь надо учитывать, что игра и ее механики устроены таким образом, что даже если ты будешь пушить себя до предела и будешь играть 24/7 на 365, игра тебе просто не позволит развиваться сильнее, чем средний уровень сервера. Как посмотреть средний уровень сервера? Мы заходим в наш инвентарь, и вот здесь вот на названии нашего героя мы нажимаем, и мы видим, что средний уровень сервера сейчас 980. То есть у нас осталось всего 20 уровней парагона для того, чтобы перейти на Пекло 8. И вы видите, ребят, что у меня 992 уровень, то есть я нахожусь на 12 уровней выше, чем уровень сервера. Я забрал уже все награды за эту неделю и, в общем-то, получил весь опыт. И вы видите, что игра мне больше не позволяет развиваться, потому что я получаю гораздо меньше опыта и гораздо меньше ресурсов из игры, чем если бы я играл близко к уровню сервера. Вот у меня здесь опыт получается всего 20%, статус меньше опыта, ну и также я получаю меньше дропа. В общем, ребят, чем больше мы играем в игру выше уровня сервера, тем меньше мы получаем. Поэтому, ребят, на самом деле можно играть всего 1,5 часа в день и быть таким же сильным, как игрок, который на 12, на 15 уровней выше тебя. Если, конечно, это не Кит, у которого и БР гораздо выше, и резонанс в 10 раз больше, чем у тебя. Ну, в любом случае, нужно играть и получать, ребят, удовольствие. Ребят, мой уровень 992, это значит, что на следующей неделе, где-то в середине под конец, я уже пробью отметку 1000. Я не упарываюсь, если честно, и играю просто по мере выхода событий и забираю все ежедневные и еженедельные награды просто по мере недели. И к концу недели у меня получается, что у меня уровень моего парагона, он примерно на 10 больше от уровня сервера. Ну, это если ты играешь активно, то в среднем ты на 10 уровней выше, чем уровень сервера. Напишите, кстати, какой у вас уровень и насколько вы выше уровня сервера и сколько вы играете в день в игру Diablo Immortal. Поэтому, ребят, у нас осталась 1 неделя, и давайте разберемся, как максимально подготовиться к новому уровню сложности. Ну и первое, конечно же, ребят, это лунные цветы. Это ресурс, который позволяет нам провести обряд очищения, получить специальные мифические обрывки нового уровня сложности и с помощью них скрафтить именно тот сетовый комплект, который тебе нужен. Эти, ребят, мифические обрывки можно получить просто из боевого пропуска, когда мы выполняем ежедневные и еженедельные задания боевого пропуска. Каждый день, получая 120 очков боевого пропуска, у нас здесь высвечиваются сундуки, и в 2 из них содержатся эти лунные цветы. И очистить эти цветы, ребят, можно с помощью обряда очищения здесь в Вестмарше. Ребят, всегда очищайте эти цветы только после того, как вы перешли на новый уровень сложности. Давайте, ребят, посмотрим, что в этом обряде очищения. Мы можем ставить сюда 5 цветочков, и скапливать эти цветочки мы можем вплоть до 200 штук. Напомню, что мы их получаем из обычных заданий боевого пропуска каждый день. И здесь, ребят, есть 3 типа обряда очищений. Каждый раз, когда мы вставляем 5 цветочков, у нас может быть обряд 1 или обряд 2 двух типов. И вот за обряд 2 искупления мы можем получить аж 5 мифических осколков нового уровня сложности.
Помимо этого, ребят, мы здесь получим таинственный предмет экипировки, ну и снаряжение высокого качества. Ну, конечно, весь этот обряд очищения делается, чтобы получить новые мифические осколки и скрафтить именно тот сетовый комплект, который тебе нужен. И, ребят, после перехода на новый уровень сложности очистите столько цветов, сколько вам необходимо для получения необходимого комплекта снаряжения, а после этого копите все эти лунные цветы до нового уровня сложности. Ну и, ребят, как еще получить мифические обрывки нового уровня сложности? У нас некоторое время назад было обновление сервера, и игра перешла на новый уровень сложности. Теперь, если мы подойдем к нашей замине для того, чтобы проверить сущности, мы увидим, что здесь появились уже новые сущности Inferno 8. Также до этого еще были сильно понерфены требования к уровню сложности для того, чтобы играть на новом уровне сложности Inferno 8. Поэтому, ребят, сейчас у нас требования к Пекло 8 всего 48 690 боевого рейтинга. А давайте посмотрим, сколько у меня. У меня уже больше 50 тысяч, это 50 338. И что это значит, ребят? Это значит, что я уже могу играть на уровне сложности Пекло 8, не дожидаясь перехода на него. Конечно, мне будет выпадать дроп 1000 уровня, который я не могу использовать, но я его буду складировать до тех пор, пока сервер не перейдет на новый уровень сложности или пока я не достигну 1000 уровня, чтобы активировать всю эту экипировку. И, ребят, давайте посмотрим, какие у нас требования к случайному подземелью. Вы видите, что для бросить вызов у нас рекомендованный боевой рейтинг всего 49 410, почти на 1000 меньше, чем у меня. Поэтому я бегаю все случайные подземелья уже последнюю неделю на уровне сложности Пекло 8, и там мне дропаются новые зеленые предметы. Все эти предметы, ребят, я складываю в сундук, чтобы потом выбрать, что я могу использовать из тех комплектов, которые я использую в своем инвентаре. Вот если мы посмотрим мой тайничок, вы видите, что уже 27 мест занято здесь. И здесь очень много всякой ерунды, которую я половину, конечно, разберу, но я собираю, самое главное, это награда мрачного проводника в моем PvP-билде. Ну и, конечно же, семена посеянного золота. Также еще мне нужен Витху, 4 предмета. В общем, ребят, я скапливаю все эти предметы сейчас в сундуке, чтобы воспользоваться ими после перехода на новый уровень сложности или разобрать, получив мифические осколки, и потом из них скрафтить то, что мне нужно. И у нас есть еще неделя, когда большинство игроков перейдет на 1000 уровень, поэтому, ребят, бегайте. Если ваш боевой рейтинг, конечно, позволяет сложные подземелья, собирайте эти зеленые предметы и складывайте их в сундук. Ну и, кстати, если ваш боевой рейтинг не позволяет, вам чуть-чуть не хватает для перехода на новый уровень сложности, то вы можете бегать в пати из 4. Правда, ребят, старайтесь не портить игру другим игрокам. Если вы очень слабый и абсолютно бесполезный в пати, то вы будете постоянно там ваншотиться, и другие игроки просто будут выходить, если им будет не хватать вашей помощи. Ну и еще один классный способ подготовиться к новому уровню сложности, и когда у вас там будет, например, 995 уровень, бустануть его до 1000, это копить весь опыт и легендарное снаряжение, которое мы можем активировать на новом уровне сложности в вашем почтовом ящике. Давайте, ребят, посмотрим, что у меня в почте. Вы видите, что у меня здесь есть немножечко снаряжения, которое я не забрал. Я его заберу после перехода на 1000 уровень. И здесь даже есть немножко опыта. 1,6 миллиона еженедельной награды от битвы теней. На самом деле, ребят, можно все не подбирать, когда вы выходите из Вангарда, когда вы получаете благословение теней. Вы можете не забирать все эти награды, они будут стакаться у вас в почте, и забрать их перед переходом на новый уровень сложности. Вы серьезно бустанетесь по опыту и быстро наберете парочку, троечку, иногда даже больше уровней для того, чтобы перейти отметку 1000. Но, как я уже сказал, ребят, я этим не занимался, но, наверное, на следующей неделе, где-то до среды, до четверга, я постакаю все экипировку, опыт здесь в почте, чтобы в четверг, в пятницу все это забрать и бустануть себя сразу же до 1000 уровня.
Также, ребят, есть еще один способ, который используют опытные игроки для того, чтобы бустануть себя по опыту. Они стакают все награды в своем боевом пропуске и не забирают их. А когда им надо бустануться на большое количество опыта, они их все забирают и переходят сразу на 2-3 уровня парагона вверх. Я этим не занимаюсь, но напишите в комментариях, используете ли вы такую механику и сколько она дает буста по уровням парагона. Ну а что касается рейдов адского реликвария, очень интересный момент, потому что когда я в клане у тебя писал ребятам, ребят, давайте пройдем рейды 8-8-8-7-7, моего боевого рейтинга практически хватает на 3-го босса, они все такие, нет, мы подождем пока для того, чтобы получить опыт перед переходом на новый уровень сложности. А, ребят, я тоже этим не занимаюсь, я прохожу боссов с понедельника по четверг, с четверга по воскресенье, когда у меня есть на это возможности, когда я смог собрать рейд на это. Но тут интересный момент, ребят, что когда ты проходишь боссов адского реликвария, ты получаешь за них полный опыт, без нерфа за превышение уровня сложности. Поэтому многие игроки откладывают прохождение боссов до того момента, когда им нужно пушнуть свой уровень до определенного уровня сложности. Есть еще один момент, что многие откладывают боссов Инферно 8, потому что сейчас с них падают, кроме остатков демонов нового уровня сложности, вся экипировка с них падает Инферно 7, которая, в общем-то, бесполезна. И они откладывают до того момента, как они перейдут на новый уровень сложности, чтобы уже им выпала крутая новая легендарная экипировка Пекло 8. То же самое, ребят, касается и испытания адского реликвария. Вы видите, что я прошел только Пекло 7, ну и у меня просто боевого рейтинга не хватает на самом деле для того, чтобы все остальные проходить. Это нужно собирать группу, я, скорее всего, уже пройду, когда перейду на Пекло 8. Ну а что интересно, ребят, что я все-таки Пекло 8 боссов убиваю, и у меня уже скопилось достаточно большое количество останков демона. И как только я перейду на Пекло 8, я сразу же смогу себя бустануть. Вот вы видите, например, на 3 здесь боевой рейтинг, на почти 6 плюс 2, 8 здесь боевой рейтинг, здесь на 4 и здесь на 7. А здесь я смогу аж 528, 525, это на 3. Короче, я смогу где-то на 20-30 очков боевого рейтинга себя бустануть уже, как только перейду на новый уровень сложности. Ну и, ребят, когда я готовился к этому ролику, я пообщался с другими блогерами, а также посмотрел несколько видеороликов зарубежных блогеров, и они советуют такой неочевидный способ подготовки к новому уровню сложности – это рыбалка. О, и что вы думаете о рыбалке? Я честно скажу, что вообще этим не занимаюсь, несмотря на то, что оттуда можно ежедневно фармить 3 обычных самоцвета. Более того, там может выпасть тебе супер крутая рыбка, которая даст какую-то супер крутую легендарку. Но на самом деле столько способов получать различное снаряжение в игре, что рыбалка — это самый скучный способ это делать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы рыбалку для фарма ресурсов, и интересно будет обсудить. Кстати, у рыбалки вот за время, которое я играю в Diablo Immortal, был один интересный ивент. Открылась новая локация, куда мы все ходили и рыбачили там. И там были повышенные награды, можно было получать и самоцветы, и легендарное снаряжение. И с тех пор у фамильяров есть такой скинчик Мурлока, который повышает вероятность выпадения какой-то супер крутой рыбки. Этот скинчик, по-моему, даже у меня есть. Давайте посмотрим, где это смотрится. Вот здесь вот, да, кнопочка. И вы видите, да, у меня есть вот этот Мурлок. У него есть такая черта, которая называется искусный рыболов. Мурлоки — знатные рыболовы. Сходите с Мурлоком на рыбалку и убедитесь сами. Даже используя этот скинчик, ребят, я считаю рыбалку просто супер скучным занятием. Но если вы считаете, что это не так, напишите в комментариях, будет интересно это обсудить. А смотрите, какой у меня еще интересный есть скинчик. Ярости недр, который мы получили в Героях Очага. Но он, по-моему, ничего не дает, да, он дает только какой-то бонус во временном событии. В общем, если честно, мне мой скинчик больше нравится, который обычный. Ну-ка, давайте
модификацию сделаем и посмотрим, как он выглядит. Он вообще очень прикольный. Ну ты бегать за мной будешь или нет? Побежали и... Да, слушай, такой забавный очень. В общем, ребят, что вы думаете об этих способах подготовки к новому уровню сложности? Я сам обычно ничего специального не делаю, потому что я люблю играть и получать удовольствие. Мне не нравится, когда игра становится твоей работой. Есть очень много интересных вещей, которыми можно заниматься в реальной жизни. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как готовитесь к новому уровню сложности вы и на каком уровне вы Парагона. И сможете ли вы перейти на следующей неделе уже на новый уровень 1000. А если этот ролик вам понравился, ребят, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться, если еще не подписаны. А мы с вами увидимся в следующем видео.